Дорогие друзья, присоединяйтесь. Крючок 1,4, пряжа у меня 100% мерсеризованный хлопок, 169 метров, 50 граммах. Вязать сегодня с вами будем нежную тесьму, моя авторская разработочка. Присоединяйтесь. Начинаем выполнение нашей тесьмы с 6 воздушных петель, замкнутых кольцо. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я ввожу крючок в первую воздушную, соединительную. Колечко готово. И я приступаю к выполнению первого сегмента. Я провязываю 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида на крючок, и в колечко я провязываю 2 столбика с 2 накидами с общей вершинкой. Первый незавершенный столбик с 2 накидами и второй незавершенный столбик с 2 накидами. И общая вершинка. И мы с вами остановимся. Прежде чем продолжить, мы с вами посмотрим направление выполнения навязочки. Выполняем над этим столбиком, затем над этим и продолжаем нашу работу. Я провязываю воздушную, далее ввожу крючок между столбиками, и над каждым столбиком я буду провязывать 7 соединительных. Считаем. И между ними воздушная. Это первая и воздушная, вторая соединительная и воздушная, третья соединительная и воздушная, четвертая и воздушная, пятая и воздушная, шестая воздушная, седьмая воздушная. И переходим на противоположный столбик. То же самое. Первая соединительная и воздушная, вторая и воздушная, третья и воздушная, четвертая и воздушная, пятая и воздушная, шестая воздушная. Очень внимательно. Седьмая соединительная. И вот такая у нас с вами навязочка получилась. Далее мы с вами вяжем арочку из 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 накида на крючок. И я ввожу крючок в это же колечко. Провязываю 2 столбика с 2 накидами с общей вершинкой. Первый незавершенный столбик с 2 накидами и второй незавершенный столбик с 2 накидами. Общая вершинка. Прежде чем продолжить, мы с вами опять же посмотрим направление выполнения навязочек. Мы будем выполнять навязочку сначала над этим столбиком, затем над этим и далее над аркой. Мы, как и ранее, с вами провязываем воздушную. И, как и договорились, начинаем выполнение навязочки. Я ввожу крючок вот таким образом, захватываю мой столбик, над которым выполняю навязочку, беру поудобнее. И начинаю выполнение соединительных. Как и ранее, 7 соединительных и между ними воздушная. Первая соединительная и воздушная. Вторая и воздушная. Третья и воздушная. Четвертая и воздушная. Пятая и воздушная. Шестая воздушная. Седьмая воздушная и перехожу на противоположный столбик. Беру опять же поудобнее и провязываю. Первая соединительная, аккуратненько подтягиваю и воздушная. Вторая и воздушная. Третья воздушная. Четвертая воздушная. Пятая воздушная.
шестая воздушная и седьмая соединительная. Очень внимательно. Воздушная. И теперь будем провязывать соединительные под арочку. Обращаю ваше внимание, что мы с вами находимся на изнаночной стороне нашей тесьмы. Вот наша лицевая сторона. Продолжаем работу, и под арочку мы провязываем 11 соединительных и между ними воздушные. И считаем. Первая соединительная и воздушная, вторая и воздушная, третья и воздушная, четвертая и воздушная, пятая и воздушная, шестая воздушная, седьмая воздушная, восьмая воздушная, девятая воздушная, десятая воздушная и последняя 11. Очень внимательно выполнили. И наш с вами первый сегмент готов. Напоминаю, мы находимся на изнаночной стороне нашей работы. И посмотрим на нашу лицевую сторону. Вот такая красота у нас с вами получается. И далее мы продолжим работу. И прежде чем продолжить, давайте посмотрим на нашу готовую уже тесьму. И рассмотрим. Вот наш первый сегмент. Он готов. Далее мы будем выполнять с вами второй сегмент и третий. И раппорт высоту у нас с вами будет два сегмента. Это второй и третий, которые на протяжении тесьмы у нас с вами будут повторяться. Принцип выполнения у нас с вами будет абсолютно одинаковый. Вот такая красота у нас с вами получится. Моя авторская разработочка. Нежная, красивая тесьма. И продолжаем нашу работу. Напоминаю, раппорт высоту, два сегмента, второй и третий. И напоминаю, мы находимся на изнаночной стороне нашей тесьмы. Продолжаем нашу работу. Я провязываю арочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Далее 2 накида на крючок. И под арочку, вот в предыдущем сегменте, я провязываю 2 столбика с 2 накидами и общей вершинкой. Провязываем. И общая вершинка. Далее мы с вами будем выполнять навязочки. Я останавливаюсь, разворачиваю работу. И мы будем выполнять навязочки сначала над этим столбиком, а затем над этим. Всегда мы начинаем выполнять навязочки над столбиком, который дальше от нашей арки. То есть над этим, а затем над этим. И продолжаем работу. Давайте начнем выполнение. Я провязываю воздушную и работу разворачиваю. Ввожу крючок между столбиками и выполняю 7 соединительных. 1 и воздушная, 2 и воздушная, 3 воздушная, 4 воздушная, 5 воздушная, 6 воздушная, 7 воздушная. Разворачиваем работу, поправляем и переходим на следующий, на противоположный столбик. И опять же 7 соединительных. Соединительная, поправляем и воздушная. Вторая и воздушная. Третья и воздушная. Четвертая и воздушная. Пятая и воздушная, шестая воздушная, седьмая. И давайте посмотрим, что у нас с вами получилось. Я останавливаюсь, и мы смотрим.
Вот наша тесьма. Мы находимся на лицевой стороне. Видите, вот наши навязочки. Далее мы продолжаем нашу работу. То есть я разворачиваю тесьму на изнаночную сторону. Не спешите, аккуратненько, очень внимательно. И выполняю арочку из 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И под арку провязываю 2 столбика с 2 накидами. Первый столбик с 2 накидами, второй и, как и ранее, общая вершинка. Воздушная. Работу разворачиваем и будем выполнять навязочки. Навязочки мы выполняем над этим столбиком, затем над этим и над арочкой. И, как и ранее, ввожу крючок и вокруг столбика выполняю 7 соединительных. Считаем: 1 и воздушная, 2 и воздушная, 3 и воздушная, 4 воздушная, 5 воздушная, 6 воздушная, 7 воздушная, и переходим на противоположный столбик. И вновь 1 воздушная, 2 воздушная, 3 воздушная, 4 воздушная, 5 воздушная, 6 воздушная, 7 воздушная, и переходим на арочку. Прежде чем продолжить, я остановлюсь, и мы смотрим, что у нас получилось. Мы находимся на лицевой стороне нашей тесьмы и, видите, провязываем наш второй сегмент. И над арочкой мы провязываем 11 соединительных. 1 и воздушная, 2 воздушная, 3 воздушная, 4 воздушная, 5 воздушная, 6 воздушная, 7 воздушная, 8 воздушная, 9 воздушная, 10 воздушная, 11 соединительная. Останавливаемся. Наш с вами второй сегмент готов. И мы можем приступить к выполнению третьего сегмента. Третий сегмент мы начинаем, как и ранее, с арочки из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Далее 2 накида на крючок. Я ввожу крючок под арку и провязываю столбик с 2 накидами. Первый, второй и общая вершинка, как и ранее. Провязали. Далее воздушная. И напоминаю, мы будем выполнять навязочки, начиная со столбика, который находится дальше от нашей арки. Ввожу крючок и провязываем. 1 и воздушная, 2 воздушная, 3 воздушная, 4 воздушная, 5 воздушная, 6 воздушная, 7 воздушная, и переходим на противоположный столбик. Соединительная, воздушная и вторая воздушная, третья воздушная, четвертая воздушная, пятая воздушная, шестая воздушная и седьмая. Поправляем.
Обращаю ваше внимание, мы находимся на лицевой стороне нашей тесьмы и продолжаем работу. Выполняем арочку из 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 2 столбика с 2 накидами. Первый столбик с 2 накидами и второй. Общая вершинка. Воздушная, и выполняем навязочку над этим столбиком, над этим и затем над арочкой. Я ввожу крючок между столбиками, беру поудобнее и вяжем. 1, 2, 3 соединительный столбик и воздушная, 4 воздушная, 5 и воздушная, 6 воздушная и 7 воздушная. Работу разворачиваем и над следующим столбиком, точнее противоположным, то же самое. Соединительная и воздушная. Считаем первая, это далее вторая воздушная, 3 и воздушная, 4 и воздушная, 5 и воздушная, 6 и воздушная и 7 соединительная воздушная, и под арочку вводим крючок соединительная. Обращаю ваше внимание, мы находимся на изнаночной стороне нашей работы и считаем. Напоминаю, будет 11 соединительных. Первая готова и воздушная, вторая воздушная, 3 и воздушная, 4 и воздушная, 5 и воздушная, 6 и воздушная, 7 и воздушная, 8 и воздушная, 9 и воздушная, 10 воздушная и последняя соединительная 11. Останавливаемся. Напоминаю, мы находимся на изнаночной стороне нашей работы. Наш с вами третий сегмент готов. Вот у нас второй и третий сегмент. И напоминаю, раппорт высоту у нас 2 сегмента. Это второй и третий. И теперь мы с вами будем повторять выполнение второго сегмента. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. И мы переходим на нашу изнаночную сторону работы. Как и ранее, я провязываю арочку из 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида, вводим крючок под арку, первый столбик с 2 накидами и второй, и общая вершинка воздушная, и начинаем навязку, помним, со столбика, который дальний от нашей арки, над этим и затем над этим. Разворачиваем работу на лицевую сторону и приступаем. 1, 2 и воздушная, 3 и воздушная, 4 и воздушная, 5 и воздушная, 6 воздушная, 7 воздушная, и на противоположный столбик переходим. Поправляем и начинаем навязочку. Один и воздушная, 2 и воздушная, 3 и воздушная, 4 и воздушная, 5 и воздушная, 6 воздушная и 7. Останавливаемся и смотрим.
видите, вот у нас сегмент, точно так же выполняется, как наш второй сегмент. И мы продолжаем работу, выполняем арочку, разворачиваем, видите, работу на изнаночную сторону и выполняем арочку из 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 накида. И под арку провязываем 2 столбика с 2 накидами. Первый столбик с 2 накидами незавершенный и второй. И общая вершинка. Далее воздушная, работу разворачиваем и выполняем навязочку над этим столбиком, над этим, над аркой и так далее. То есть все выполняем точно так же, как во втором сегменте. И повторюсь, раппорт высоту у нас 2 сегмента, это второй и третий. И так вы вяжете тесьму на необходимую вам длину. Мы с вами выполнили нашу нежнейшую тесьму на необходимую нам длину. И давайте посмотрим, как можно завершить наш проект. После соединительной я провязываю воздушную и под нашу арочку буду провязывать 7 соединительных и между ними воздушные. Провязываем первая соединительная и воздушная, вторая и воздушная, третья и воздушная, четвертая и воздушная, пятая воздушная, шестая воздушная и последняя, 7 соединительная. Далее я выполняю воздушную, ниточку обрезаю и хорошо подтягиваю вот таким образом. И мы с вами завершили выполнение нашей тесьмы вот так красиво и аккуратненько. Нить, если вы будете подшивать, ну, допустим, делать украшение, подшивать застежечку, нить можно оставить подлиннее. Если вы не будете никуда подшивать, то вам нужно будет нить аккуратненько иглой убрать вдоль полотна по изнаночной стороне. И давайте посмотрим, что у нас с вами получилось. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать вот такую нежнейшую ленту. Моя авторская разработочка. Выполняется с навязочками. Навязочки у нас только по лицевой стороне. По изнаночной стороне, вот хорошо видно, навязок нету. Достаточно плотная лента. И очень-очень нежная и необычная. Обязательно пишите в комментариях, что получилось у вас, где вы планируете использовать такую красоту. Можно использовать как поясок, как бретельку, просто для декора можно использовать. И можно даже сделать такое небольшое украшение. Будет великолепно смотреться. Подбирайте пряжу, выбирайте цвет, какой вам нравится, и создавайте свой шедевр. До новых встреч, творческих вам успехов. Пока-пока.